У разных народов мира существует множество сказаний, мифов, легенд и поверий. В Казахстане говорят, что если голова Кенесары хана вернется в страну, дух народа проснется, и в казахах произойдут небывалые перемены. Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. Сегодня в своей беседе я хочу затронуть очень важную и интересную тему, которую открыл для себя совсем недавно. Произошло это благодаря общению с одним нашим подписчиком из Казахстана. С ним я познакомился, когда отдыхал в Турции. Когда мы впервые встретились, то одним из первых вопросов, который он мне задал, когда нам вернут голову Кенесары хана. Меня это сильно удивило и поразило, так как я понятия не имел, о чем идет речь. Тогда в разговоре я узнал, что Кенесары хан был лидером национально-освободительного движения казахов в 1837-1847 годах за независимость от Российской империи. Считается, что тело последнего казахского хана после гибели осталось на территории современного Кыргызстана, а отсеченную голову доставили в Омск в качестве трофея. Она вообще есть? Совершенно известно, где она, да? И почему ее тогда не привезли, если она есть? Действительно, голова хана Кенесары с представителями, скажем, кыргызской верхушки манапов была переправлена в Омск. Об этом имеются исторические материалы, архивные записки имеются. То, что я услышал, повергло меня в шок и показалось мне дикостью из Средневековья, так как такие сцены я недавно наблюдал в фильме про царицу массагетов Томирис, жившую аж в VI веке до нашей эры. Наши потомки с гордостью будут слагать легенды о нас. Давайте же покажем врагам, как сражается вольный народ степи. Между прочим, тоже знаковая фигура для казахстанцев. Больше всего меня удивило то, насколько наш казахстанский друг искренне обеспокоен этим вопросом. Это стало отправной точкой, чтобы самому попытаться понять, что за личность представляет из себя Кенесары хан и почему человек, живший почти 220 лет назад, так волнует умы современных казахстанцев. Череп хана Кенесары вернут в Казахстан. Президент России Владимир Путин пообещал Нурсултану Назарбаеву помочь в этом вопросе во время переговоров в Кремле. Перед тем, как начать, хочу предупредить, что я не историк и не собираюсь затрагивать политическую сторону этого вопроса. Мне интересна историческая фигура потомка чингизидов. Внук Аблай-хана Кенесары Касымов – казахский султан, хан Среднего Жуза. Родился в 1802, умер в 1847 году. Принадлежа к верхушке степной знати, Кенесары добивался восстановления ликвидированной царским правительством России ханской власти и передачи Касымовым ханского титула. В 1841 году на сборе казахской родовой знати и султанов Кенесары Касымов был провозглашен ханом всех трех жузов. Он восстановил судбиев, разбиравший дела по нормам шариата. Своей налоговой политикой Кенесары закреплял нормы мусульманского права. Для скотоводческих районов сохранил закет – налог. Изучая биографию хана, я пришел к выводам, что Кенесары хана поддерживали далеко не все. Но он был последним ханом в истории Казахстана. Он очень достойно боролся против царского режима ради своего народа. Кенесары хан хотел построить настоящее независимое государство. У него служили не только казахи, но и русские, а также другие разные национальности. Поэтому для казахстанцев он стал символом народа и символом справедливости. Кенесары свои военные действия начинал еще будучи султаном. Весной 1838 года произошла осада и сожжение Акмолинского укрепления войсками Кенесары. Это было начало его освободительного движения. На месте Акмолинской крепости ныне выросла Астана, новая столица Казахстана, теперь уже Нур-Султан. Сегодня в Астане на берегу реки Ишим стоит памятник Кенесары, предводителю самого крупного в середине 19 века восстания казахов за свою независимость. Глядя на этот монументальный шедевр, неудивительно, что наш братский народ с нетерпением ждал новость о возвращении головы хана около 30 лет. С того момента, как Казахстан обрел
свою независимость. По одной из версий, до 1930-х годов череп Кинисары не покидал пределы города Омска, но позже таинственным образом исчез. Ходили слухи, что голова хана хранилась в Кунсткамере. Также была информация, что она может находиться в запасниках главного музея Советского Союза – Эрмитаже. Но голова хана Кинисары, она есть. Она находится на территории Российской Федерации. Начать искать в Омске, я думаю, следы должны привести в Санкт-Петербург. Как бы там ни было, я буду рад, если останки хана возвратятся на историческую родину. Как это было, например, с Тай-Казаном в сентябре 1989 года. Сентябрь 1935 года. По просьбе руководства Эрмитажа в Ленинград для экспозиции был привезен знаковый экспонат – 2-тонный Тай-Казан, культовый предмет мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи из Туркестана. Планировалось, что достопримечательность простоит в одном из залов Эрмитажа на время проведения 3-го международного конгресса по иранскому искусству и археологии. Однако реликвия задержалась в стенах Культурно-исторического музея России на целых 54 года. 54 года потребовалось на то, чтобы вернуть священную реликвию в Туркестан из Петербурга. Теперь каждый, кто посещает святыню в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясауи, старается прикоснуться к Тай-Казану, который выставлен в специальном зале мавзолея под названием Казандык. Казахстанцы верят, при возвращении на родину душа последнего хана найдет успокоение. А для нас, россиян, это будет знаком дружбы между двумя государствами. Мы с Иваном уже давно считаем Казахстан братской страной. Этим шагом мы лишь укрепим нашу и без того теплую дружбу. Из разговора с нашим подписчиком я также почувствовал, что Кинисары хан является символом казахского духа. Если для нашей страны это был скорее трофей, то для казахов Кинисары хан несет сакральный смысл. Тело и голову должны предать земле, захоронить. Череп не должен быть отделен от тела. Насколько я понимаю казахский менталитет, для них это святая обязанность. Это обычная традиция казахов, что голова должна быть вместе с телом. Это идет испокон веков. Сам факт того, что голова последнего казахского хана отделена от тела, не дает покоя не только человеку, с которым я обсуждал эту тему, но и всем казахстанцам. Как казахи говорят, скажем, если мы не уважим своих предков, то не будет спокойствия его потомкам. Этот пример помог мне осознать часть истории и своей страны. Теперь я понимаю, почему в истории России так важно было провести перезахоронение расстрелянной царской семьи последнего императора Российской империи Николая II. Но это уже совсем другая история. Долгие годы мы замалчивали это чудовищное преступление. Но надо сказать правду. Расправа в Екатеринбурге стала одной из самых постыдных страниц в нашей истории. В июле 1918 года последний российский император Николай II вместе со своей супругой императрицей Александрой Федоровной, 4 дочерьми, бывшим наследником императорского престола царевичем Алексеем и несколькими членами свиты были расстреляны в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Поиски царской семьи начались почти через неделю после расстрела. Однако обнаружить останки удалось только в 1979 году, а захоронить в 1998. 19 лет потребовалось на то, чтобы родственники царской семьи и душа Николая II обрела упокоение. И вот уже больше 20 лет последние Романовы покоятся со своими праотцами в императорской усыпальнице в Петропавловском соборе в Петербурге. Можно считать, что в этом вопросе поставлена точка. Мы считаем, что пришло время и последнего хана Великой Степи вернуться домой.